Всем привет! Вы на канале про компьютер, и в этом видео я вам покажу, как правильно устанавливать драйвера Windows 11, где их искать, как качать и, естественно, как их установить. Мы будем использовать два способа. В первом способе мы будем устанавливать драйвера через интернет, а во втором способе мы будем их устанавливать, например, с внешнего диска или с другого раздела диска. В общем, смотри этот урок до конца, тут интересно. Также я тебе рекомендую посмотреть вот эти два видео, ссылки в описании. Также я тебе рекомендую посетить сайт ru.meteotrend.com, ссылка, естественно, будет в описании. Информация о погоде в любом городе. Маленькое отступление. Драйвера имеют огромное значение для работы операционной системы, и их правильная установка является залогом здоровья вашего ПК. В каждой версии Windows существует диспетчер устройств. Он отвечает за работу с драйверами, и вы можете посмотреть, правильно ли установлены драйвера, насколько они свежие и другую информацию о устройствах. Попасть в диспетчер устройств можно несколькими способами. Первый из них — это если вы правой кнопкой мыши нажмете на меню «Пуск», в контекстном меню выберите диспетчер устройств. Давайте покажу еще один универсальный способ. Правой кнопкой мыши по меню «Пуск» вызываете диалоговое окно «Выполнить». Здесь команду я оставлю в описании. Просто с описания ее копируете мышкой и вставляете в диалоговое окно, если вдруг у вас нет в контекстном меню диспетчер устройств. И нажимаете ОК. Итак, давайте расширим окно интерфейса диспетчера устройств Windows. В диспетчере устройств Windows все разложено по полочкам. Открывая каждую вкладку, вы можете получить информацию о оборудовании. Например, если мы зайдем в раздел «Дисковые устройства», мы можем получить информацию о количестве подключенных к нашему компьютеру или ноутбуку дисков. Также мы можем получить информацию о процессоре, сколько ядер имеет наш процессор, получить информацию о видеоадаптере и иную полезную информацию. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что если у какого-либо устройства стоит восклицательный знак, значит это устройство работает неправильно и, соответственно, у него стоит не соответствующий драйвер. У меня здесь все нормально, но посмотрите вот на этот скриншот. Неопытные люди ставят драйвера, не разбираясь, принадлежит ли конкретный драйвер данному устройству. Из-за этого происходит конфликт оборудования, и Windows предупреждает нас о том, что драйвер установлен неправильно. То есть, еще раз давайте подытожим, у вас не должно быть никаких восклицательных знаков в диспетчере устройств. Как я сказал ранее, на моем компьютере все оборудование работает корректно, и у меня нет восклицательных знаков, сигнализирующих о том, что драйвер работает неправильно и, соответственно, устройство также работает неправильно. Мне необходимо вам объяснить порядок действий. Давайте представим, я открою вкладку «Мониторы», и мы просто представим, что напротив универсальный монитор стоит восклицательный знак. Еще раз повторюсь, восклицательный знак может стоять как во вкладке «Видеоадаптеры», «Дисковые устройства» и другие устройства. На примере мы выбираем универсальный монитор PNP, правой кнопкой мыши щелкаем и выбираем «Обновить драйвер». Есть два способа. Первый — это автоматически. Windows попытается найти драйвера автоматически. Также, если компьютер подключен к интернету, Windows попытается найти драйвера в центре обновления Windows. Вы нажимаете, ждете. Если драйвер найден, он установится автоматически. Если этого не произошло, вы нажимаете «Найти драйвера на этом компьютере». Давайте я сейчас вам это продемонстрирую. Нажимаем. Итак, друзья, в одном из предыдущих видео я показывал вам, как сохранить все абсолютно драйвера, сделать резервную копию драйверов на случай переустановки Windows. Например, когда вы выполнили чистую установку, и чтобы вам не скачивать эти драйвера с официальных сайтов или с других источников, я вам показывал, как сохранить все драйвера в одну папку. Это будут абсолютно все. И вот в этом как раз таки способе можно выбрать ту папку, куда мы делали резервную копию этих драйверов. Кстати, ссылка на этот урок в описании. То есть в этом видео ты увидишь, как выполнить резервную копию всех абсолютно драйверов, установленных в твоем компьютере. То есть ты указываешь эту папку с резервной копией, которую мы делали в предыдущем уроке, и Windows с этой папки найдет необходимый драйвер. Также можно воспользоваться вторым способом, это выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Давайте нажмем на этот раздел. Обратите внимание, здесь стоит галочка «Только совместимые устройства». Windows нам предлагает один драйвер. Еще раз повторюсь, здесь может быть несколько предлагаемых драйверов. Если вы уберете галочку, то Windows покажет несовместимые драйвера. Естественно, необходимо оставить галочку «Только совместимые устройства» и попробовать поэкспериментировать с драйверами. Еще раз повторюсь, здесь может быть несколько драйверов. Если восклицательный знак исчез при установке драйвера, значит вы все сделали правильно. Итак, вы выбираете драйвер из списка и нажимаете «Далее».
Система Windows завершила установку драйвера на этом устройстве. Нажимаете «Закрыть». И надеюсь, вам повезло, у вас исчез восклицательный знак. Давайте я вам еще раз покажу, как установить необходимые драйвера на ваш компьютер или ноутбук, если у вас нет интернета. Но вам придется все равно найти компьютер для того, чтобы закачать эти драйвера на флешку. Но предварительно вам необходимо узнать модель материнской платы или модель вашего ноутбука. На вашем компьютере необходимо это сделать. Вы правой кнопкой мыши щелкаете по меню «Пуск», выбираете «Выполнить» и здесь вы пишете команду msinfo32. Еще раз повторюсь, это вы делаете на своем компьютере, чтобы узнать модель материнской платы или модель ноутбука. Но не всегда здесь отображается информация о материнской плате. Бывает здесь напротив модели основной платы пишет «неизвестное устройство» или вообще стоит прочерк. В моем случае у меня все определилось. Вам необходимо переписать модель материнской платы. Если у вас здесь не определилось ничего, если у вас ноутбук, перевернуть ноутбук, там указана модель. Если не указано, опять же, вы находите компьютер с интернетом и скачиваете небольшую утилиту под названием CPU-Z. Она покажет полную информацию о вашем компьютере или ноутбуке. У друга, подруги, у знакомого или с интернет-кафе заходите на официальный сайт, ссылку я оставлю в описании. И нажимаете на Setup English. Далее вы нажимаете на «Скачать сейчас». Эта утилита весит всего лишь 2 мегабайта. Давайте запустим установщик. Соглашаемся с лицензией. Нажимаем Next, Next, Next и Install. Здесь мы снимаем галочку и нажимаем Finish. Запускаем программу CPU-Z и она покажет нам следующую информацию. Если мы зайдем в раздел Mainboard, это переводится материнская плата, то соответственно у вас здесь появится ваша модель и другие значения. Если у вас, например, проблемы с видеокартой, то есть у вас нет подходящего драйвера, вы заходите на вкладку Graphics и здесь также отображается информация о вашем графическом адаптере. Нас интересует раздел материнская плата. Вы опять же переписываете и вводите в Google модель своей материнской платы. Пропускаем первый сайт. Заходим на официальный сайт моей материнской платы. Заходим на вкладку драйвера и утилиты. Выбираем операционную систему, под которую скачивать драйвера. Если это Windows 10, есть 32-битная и 64-битная. Узнать, скольки-битная у вас операционная система, можно сделать следующим образом. Правой кнопкой мыши по меню «Пуск» заходите в «Параметры», прокручиваете немножко вниз и выбираете «О системе». Если у вас здесь стоит 64-разрядная система, значит, соответственно, вы скачиваете для 64 бит. У меня сейчас стоит здесь Windows 11, но у меня драйвера успешно встали из-под десятки. И по очередности скачиваете вот эти все драйвера на флешку. Потом вы эту флешку вставляете в свой компьютер или ноутбук и устанавливаете с помощью инсталлятора. Приведу вам какой-либо пример. Скачаю какой-либо небольшой драйвер, например, драйвер сетевой карты. Это LAN. Нажимаю «Скачать». Вот он, наш архив. Я вам покажу просто принцип действия, чтобы не качать все подряд. Выбираю «Показать в папке» и давайте я вынесу на рабочий стол, просто чтобы было удобнее. Вы правой кнопкой мыши щелкаете по архиву, выбираете «Извлечь в Realtek LAN драйвер». Архив вы можете уже удалить. Открываете папку с драйверами и ищите файл Setup. И с помощью установщика вы без проблем нажимаете только кнопку «Далее», «Далее», «Далее». Потом в конце Windows попросит перезагрузить ваш компьютер или ноутбук. Надеюсь, урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.